Спасибо огромное, друзья. Ну что ж, пора. Вот так вот ярко мы уже подбираемся к официальному открытию нашего торжественного вечера, посвященного десятилетию литературного клуба. Целых 10 лет уже существует литературный клуб, а вы знаете, не каждый бизнес может пережить такое долгое время, а литературный клуб – место, которое объединяет людей творческих, людей активных, людей предприимчивых, существует. И, конечно же, давайте пошумим, чтобы литературный клуб еще 10 лет жил и здравствовал. Ваши аплодисменты, друзья! Что ж, любители изящного слова, я приветствую вас, и наш торжественный вечер начинается. Сегодня вас ждет море волшебства, поэзия Константина Бальмонта сквозь время и пространство наполнит сегодня этот таинственный лес, в котором мы с вами собрались столь красивые, что хочется без остановки фотографироваться и выкладывать в соцсети. Добрый вечер, дорогие гости! Литературный клуб объединил каждого из нас любовью к поэзии и искусству, и дружбой, конечно, друг с другом. Именно поэтому мы здесь собрались в волшебном лесу. Приветствую вас на десятилетие литературного клуба, литературно-музыкальном фестивале, который называется «День и ночь», потому что мы вместе с вами уже целый день, и еще целую ночь мы будем тоже вместе. И надеюсь, эта ночь будет наполнена радостными эмоциями, волшебством, дружбой. А что еще у нас есть? Общение. Главное, что объединяет людей. Возможность творить, возможность общаться, улыбаться, петь, читать стихи. И сегодня такая возможность предоставится почти что всем гостям нашего клуба. Много кто окажется сегодня на сцене. И со словами поздравлений, и со стихами, и с песнями. И в честь этого события, десятилетия литературного клуба, мы наполним пространство в облаках стихами. И на эту сцену для приветственного слова я приглашаю Павла Владимировича Маркасова. Пол Маркасов, под ваши бурные аплодисменты, друзья, поднимается на нашу волшебную сцену. Дорогие друзья, жители Гипербореи, я рад приветствовать вас в нашем волшебном лесу. Сегодня здесь будут происходить разные чудеса, и мы один за одним будем выходить сюда, чтобы прочитать стихи. К пюпитру. Этот пюпитр для нас. Итак, дорогие друзья, сегодня нам исполнилось 10 лет, и мы импровизируем. Если кто-то из вас хочет прочитать стихи, зовите Анастасию, и она даст вам возможность выступить на этой сцене. И первым в нашем капустнике сегодня участвует Вадим Радвилович. Я подержу ваш бокал. Дорогие друзья, я безумно счастлив, что сегодня нахожусь здесь, потому что не то, что я получаю кайф от знакомств, я получаю от всего вот то, что сегодня творится, свое литературно-художественное одухотворение. Я благодарен Полу Маркасову за то, что он умудряется всегда сделать такие красивые локации, такие неожиданные перформансы, которые он сегодня для нас, для всех приготовил. Единственное, мне сказал одну фразу. Друзья, следите за Вадиком, потому что он приедет пьяным. Но я приехал пьяным, это не важно. Я хочу поздравить наш литературный клуб с десятилетием существования и лично нашего председателя Пола Маркасова и всех нас с этим классным, красивым праздником. И сказать вам всего лишь одну фразу, буквально на 5 секунд, но без микрофона.
Гип-гип, ура! Многое и благое лето каждому из нас и, конечно же, литературному клубу. Итак, все артисты, которые выходят сюда, читают по одному стихотворению из цикла фейных сказок Константина Дмитриевича Бальмонта, и я начну. Вы как, Алексей, со мной? Мы начнем вместе с Алексеем. Что может быть лучше? Слово и музыка. Это самое начало цикла «Фейные сказки» Константина Дмитриевича Бальмонта и первое стихотворение. Оно называется «Солнечной Нинике». Солнечной Нинике, светлыми глазками этот букетик из тонких былинок. Мы позабавимся фейными сказками. После блеснешь мне зелеными глазками в них, и не хочу я росинок. Вечер далек, и до вечера встретится многое. Гномы и страхи, и феи. Чур не пугаться. А если засветятся слезки, пожалуюсь фее. Спасибо, Пол. Так нежно начинаем мы наш вечер. И, друзья, каждый из вас может сегодня выйти с поздравительным словом литературному клубу и тоже прочитать стихи, которые для вас приготовлены. Но заодно вы видите, самые смелые выходят на сцену уже дважды. Дорогие друзья, я пишу в стиле интимной лирики, поэтому Пол Маркасов меня знает и говорит: почему ты никогда не печатаешься? А не хочу. Вот сейчас я хочу, потому что я вижу ваши прекрасные лица, лица с ушками, с красивые, в волшебном лесу. Я не хочу никого из вас потом в этом волшебном лесу потерять, потому что это же класс. А давайте потеряемся, а давайте потом найдемся. Поэтому, естественно, мой стих будет только о любви. Мне снится сердце дорогое в весеннем отблеске зорниц. Морщинка счастья и покоя у глаз скользит под сень ресниц. Ладони нежные не смею вздох задержать, поцеловав. И до обидного бледнею, теряя нить в своих словах. Я так хочу быть с вами ближе, и в тьме ночной, и в свете дня, и хоть живем мы не в Париже, вы парижанка, для меня недосягаемо спокойны, с улыбкой мягко, как сейчас. А я пожизненный невольник на каторге у ваших глаз. Наверное, мне не бегать с вами босым по утренней росе.
Позвольте, хоть коснусь руками до вашей тени на стене. Спасибо, Пол, за возможность прочесть мои интимные стихи. Я передаю дальше моей великолепной ведущей микрофон. Я тебя безумно люблю, ты меня знаешь, я твой всегда. О боже, сколько любви сегодня на этой сцене и в этом волшебном лесу. И на сцене сегодня звучит поэзия в сопровождении великолепной игры гитариста Алексея Кравченко. Друзья, ваши аплодисменты. И, конечно же, я от себя тоже хотела бы сказать слова поздравления литературному клубу и каждому из членов этого клуба, из тех, кто готов присоединиться к клубу и стать частью этого дружного сообщества, которое вот уже 10 лет объединяет людей творчеством, искусством и красотой. И, кстати, пару слов о новорожденном. Литературный клуб был основан в 2015 году в Петербурге группой единомышленников, состоящих в клубе лидеров агентства стратегических инициатив. Закрытый клуб объединил элиту бизнеса, власти и творчества Москвы и Петербурга. В настоящее время клуб – крупнейшее международное сообщество чтецов. Только представьте, 1300 чтецов объединены литературным клубом. Это экосистема, которая поддерживает и поощряет членов клуба, а также разные российские иностранные организации, которые способствуют и популяризируют русский язык по всему миру. Системная поддержка также проходит на конкурсной основе премии «Пушкинская премия», и мы сегодня о ней, конечно же, поговорим. Кстати, должна вам сказать, что сумма вступительного единоразового взноса бессрочным членством составляет 400 тысяч рублей, а, друзья, уже завтра она в 2 раза увеличится, поэтому те, кто хотели бы стать членами клуба, время прямо сейчас принимать решение. И сегодня, конечно же, я буду рассказывать вам о разных проектах клуба, так что вы можете сами подумать и вступить в клуб, когда вы захотите. Но сейчас я вижу, что у нас на сцене уже есть прекрасная нимфа, которая даже исполнила вам волшебный танец. Давайте узнаем, а кто же это? Всем добрый вечер, прекрасные дамы и господа, эльфы, эльфийки. И спасибо, благодарю. Для меня это большая честь. Я из Петербурга, и я член литературного клуба уже больше 7 лет. Рад вас приветствовать и прочту для вас свое стихотворение. Я поэтесса, это мое хобби, про любовь. Мое стихотворение было написано как раз в момент, когда я пришла в литературный клуб, и оно завоевало сердца людей. Называется «Я рисую тебя на фантике». Да, спасибо. Я рисую тебя на фантике, крепко сжаты запястья мыслями, а ты ищешь меня в своей Антарктике, а я люблю ожидание письмами. Я рисую тебя на обрывках снов, созерцая простые истины. Как мало надо человеку, нежность, химия, любовь. Может, начнем уже вместе с кофе сжигать по утрам все лишнее. Я рисую душой тебя красиво, а судьбой же начерчены символы. Принимать бег времени искренне тяжело, но хочется союза счастливого. Ведь когда-то мы были сильные, когда-то очень давно были невыносимо строптивы в отсутствии мудрости. Маэстро, тут бурю надо дать. Мило, опасно, счастливо, а теперь в грусти, сжаты тисками вселенских немыслимых, перезагруженных урбаном импульсов. Но, а теперь нежно, нежно собираем в грозди послания. И открытые, тише, 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 и открытые, и закрытые. Теперь дети пошли такие ранние в плане развития. А раньше, помнишь, мы гоняли по дворам, лысые да немытые. А теперь горизонт, сжатый, стиснутый, сплюснутый днями, секундами, числами. Она не готова, он не готов, может, зря мы напичканы смыслами. Ведь мы все можем быть насовсем отчислены за нелюбовь.
крепко сжаты запястья мыслями. Я тороплю ожидание письмами. Может, начнем уже вместе с кофе сжигать по утрам все лишнее. Станем для других лишними, для себя высшими. Ценности сольются, иначе не пойдет. И я рисую тебя на фантике. А сейчас тишина. И я рисую тебя на фантике. Приезжай из своей Антарктики. Мне вообще не надо другого. Ты мое. Благодарю вас. С праздником, друзья. Аплодисменты, бурные аплодисменты. Смотрите, каждый член литературного клуба настолько талантлив, что может выходить и в импровизации столь ярко выступать, как будто бы вы готовились к заслуженному артистическому перформансу. Ну а сейчас, друзья мои, я хочу пригласить на эту сцену тоже с поздравительным словом и тоже с поэтической импровизацией заслуженного артиста Татарстана, певца, актера, одного из ведущих исполнителей в жанре классической эстрады в России, эксперта программы «Ну-ка все вместе», Альберт Джалилов. Ваши аплодисменты, друзья! Здравствуйте, дорогие друзья. Очень поэтичная атмосфера сегодня здесь, и мне дали стихотворение, прекрасное стихотворение. Я так понимаю, что это Бальмонт, да? Да, конечно. Да, это Бальмонт. Сегодня Константину Бальмонту посвящен наш вечер. И его очень легко узнать, на самом деле. Здесь не написано, но вот я увидел это стихотворение, сразу понял, что это он по стилю. И с радостью для вас прочитаю. Алексей, вы мне сыграете, да? В сказке фейной, тиховейной, легкий майский ветерок колыхнул цветок лилейный, нашептал мне пенье строк. И от феи лунно-нежной бросил в песне мне цветы и умчался в мир безбрежный в новой жажде красоты. А еще через минутку возвратился с гроздью роз. Я ушел, но это в шутку. Я тебе цветов принес. Спасибо вам Вот такая огромное. импровизация. Мне кажется, сегодня можно целый баттл устроить импровизации, чтение стихотворений великих поэтов. А вы как будто бы заглядываете в наши сюрпризы, Да? которые мы приготовили. Но я просто настроился сегодня. на поэтическую волну. Рифма Поэтому баттл у нас запланирован. я с удовольствием еще вернусь к вам. Более Вас того, я вас вызову, и мы знаем, что Альберт приготовил нам сегодня еще и вокальный сюрприз. Конечно, обязательно. Мы, Да. конечно, споем. Я надеюсь, что еще прочитаем стихи. Дорогие друзья, до встречи на этой сцене. Спасибо вам огромное. Ну а у нас просто не прекращается народная, так сказать, тропа к сцене. И Петр Гагарин, Павел Гагарин, у нас известный член литературного клуба, хочет не просто поздравить наш клуб с праздником, но и тоже внести свой вклад в литературное повествование вечера. Дорогие друзья, добрый вечер. Поздравляю всех нас и Пола Маркасова, и всех остальных с праздником, с таким замечательным днем рождения нашего клуба. Я сам в этом клубе уже состою 5 лет, то есть, конечно, был не у самых истоков, но вот тем не менее, вот продолжая тему литературного батла, хотел бы, так сказать, сверить наши творческие часы с творчеством, я не побоюсь этого слова, творца современного русского языка Александра Сергеевича Пушкина, который раскрыл тему того, что поэт сам избирает темы для своих песен, толпа не вправе управлять его вдохновением. Поэт идет, открытый, вежды, но он не видит никого, а между тем за край одежды прохожий дергает его. Скажи, зачем без цели бродишь? Едва достиг ты высоты, и снова долу взор не сводишь, и не зайти стремишься ты. На стройный мир ты смотришь смутно, бесплодный жар тебя томит, предмет ничтожный, поминутно тебя тревожит и манит. Стремиться к небу должен гений, обязан истинный поэт для вдохновенных песнопений избрать возвышенный предмет. Зачем вертится ветер во враге,
вздымает лист и пыль несет. Когда корабль в недвижной влаге его дыхание жадно ждет. Зачем от гор и мимо башен летит орел тяжел и страшен на чахлый пень? Спроси его, зачем арапа своего молодая любит Дездемона, как месяц любит ночь и мглу? Затем, что ветру и орлу и сердцу девы нет закона. Таков поэт, как Аквилон. Что хочет, то и носит он. Орлу подобно он летает, и не спросясь ни у кого, как Дездемона избирает кумир для сердца своего. Белиссимо, браво, ваши С овации. днем рождения, клуб! С днем рождения, литературный клуб. Ну, вы понимаете, друзья, каждый из вас сегодня может стать поэтом, певцом, диктором, чтецом. Выходите на эту сцену и почувствуйте, как это, когда на тебя смотрят глаза эльфов и эльфиек. Итак, друзья, следующее в нашем прекрасном концерте будет еще один интересный номер – литературно-интеллектуальный стендап. Слышали ли вы про такое? Тогда внимание на сцену, и пока к нам поднимается писатель, основатель делового объединения стендап-офиса, я расскажу вам о том, что нас всех ждет в ноябре. А это Пушкинская премия, самая престижная в мире награда в области популяризации русского языка, которая вручается организациям и частным лицам. Пушкинская премия объединяет литературные клубы, библиотеки, издательства, организаторов литературных фестивалей. Одним словом, всех, кто так или иначе связан с русским языком. И вы можете тоже стать участниками Пушкинской премии. Приходите, в этом году она пройдет в Большом театре, ни много ни мало. Победители будут объявлены 25 ноября на торжественной церемонии вручения, которая состоится, друзья, в Большом театре Москвы. Ну а у нас уже на сцене Андрей Волконский. Ваши аплодисменты. Сейчас мы узнаем, что же такое литературный стендап. Спасибо большое. Меня попросили очень медленно подниматься на сцену. Пока зачитают информационный блок, я постарался идти как можно медленнее. Большое спасибо, что меня приняли в литературный клуб. Я рад присутствовать здесь на десятилетии. Пол, огромное тебе спасибо. Пол, да, привет. Также большое спасибо всем жителям Гипербореи. Я потихонечку знакомлюсь с ее жителями и вдохновляюсь. И, собственно говоря, у меня просто распирает какая-то гордость от того, что меня приняли в этот клуб, то, что я здесь нахожусь. Спасибо вам большое. Давайте немножко оживимся и поаплодируем клубу и сами друг другу. Давайте дадим аплодисментов. Друзья. Бокал, можно похлопать нежно по бокалу. Да. Я бы хотел зачитать немножечко прозу, потому что немножечко она здесь получается ущемленной. Все читают стихи, а про прозу забывают. Я же пишу в жанре прозы. Хотелось бы зачитать несколько таких жизненных историй. Мы живем с вами в сложное время. Сколько событий произошло за последние годы, сколько сейчас происходит, сколько еще произойдет. И хотя как будто бы когда-нибудь было по-другому. Один мой друг недавно сказал: Андрей, посмотри наверх. Как ты можешь верить прогнозам и что-то планировать сейчас, если в небе над нами все время летят черные лебеди, жирные, огромные? Доставай большой зонт, Андрей. И правда, каждый день приходится внимательно следить, чтобы в тебя ничего не прилетело. Проблема в том, что летит со всех сторон. Тут главное оставаться самим собой, быть честным и очень быстрым. Вы знаете, я считаю, что если есть ангел-хранитель, то есть и демон-терятель. Следите за своим демоном-терятелем, чтобы он не захватил вас. Один мой друг считает, что карма – вещь серьезная. Переселение душ работает подобно накопительной системе бонусов. Можно сильно постараться и накопить достаточное количество баллов для привилегий следующей жизни. Ты можешь родиться богатым и успешным,
и в правильной стране. Все мы знаем, в какой стране нужно родиться. Но нужно помнить, что такая система работает и с отрицательными числами. Можно накопить за жизнь достаточно бонусов за знаком минус. И после реинкарнации, например, родиться дождевым червем в пустыне. Но иногда можно всю жизнь ждать счастливого лотерейного билета. Ждать его упорно и долго, вливая в это ожидание все свои ресурсы. Одна моя подруга всю жизнь надеялась встретить своего рыцаря сердца, который прилетит к ней на собственном белом джете и увезет на Лазурный берег. Весь ее досуг выстраивался вокруг дорогих ресторанов, опер, элитных фитнес-клубов и прочих охотничьих угодий. Но жизнь упорно ей подсказывала: Маша, в связи с острой нехваткой доблестных Нобелей на качественном транспортном средстве и ухудшающейся экономической обстановкой в регионе, многочисленным принцессам рекомендуется мечтать о чем-то более доступном. Посвящается трудягам-оруженосцам, тем, кто, мечтая о шикарных принцессах, не боится жить с драконом. Человечество развивается, создаются новые технологии, культурные связи и прочее, но традиции должны эволюционировать вслед за прогрессом. Я так считаю. Невозможно строить современное перспективное общество, выстраивая его только лишь на традициях и устоях древности. Один мой друг много размышляет про преемственность поколений и про тот день, когда наконец-то обвалится доллар. Каждый день он слышит, что доллар рухнет. Отец его в свое время регулярно слышал, что доллар скоро рухнет. Даже дед его в далекие уже времена в газете читал про скорую смерть проклятой зеленой бумажки. На всякий случай, просто для подстраховки, мой товарищ начал готовить своего 3-летнего сына к этому важному событию – семейные традиции. Чтобы жизнь была интересной, иногда нужно рисковать. Птенцы имеют клюв. Первый раз они его используют, чтобы разбить скорлупу. Также птенцы имеют крылья, чтобы однажды ими воспользоваться и полететь. Представьте, если бы существовали птицы, которые добровольно оставались бы в яйце навсегда. Один мой друг так усердно предохранялся в своей жизни, что успешно предохранил себя от нее. Он не был интровертом, и тем более экстравертом. Его психологический тип – контрацепт. Ритм его жизни похож на кардиограмму мертвеца. Никаких тебе взлетов, никаких падений. Сплошная прямая линия, ползущая 40 лет. Контрацептивное мышление напрочь лишило его острых ощущений, которые свойственны почти каждому живущему человеку на земле. Близких отношений с девушкой он избегал, ведь неудача любви противопоказана для здоровья. Пробовать себя в новом деле и бизнесе – это слишком рискованно. Половинка синицы в руках вполне сойдет на ужин. Выход из зоны комфорта – полет в самолете с открытыми окнами. Даже его давняя мечта, собственный мотоцикл, уместилась в пластиковой сборной модели в масштабе 1:35. Безопасно наслаждаясь звуками мотора с аудиозаписи на телефоне, он иногда позволяет адреналину слегка смочить его кислые вечера. Вокруг себя он построил мир с бесконечным количеством безопасных уголков. Но он наконец-таки встретил девушку, которая, как мне кажется, проколола его защиту. 10-бальное землетрясение превратило в труху все обереги. В прошлую пятницу красавица посадила моего друга на полноразмерный байк. Он нежно обхватил сзади ее талию, и они помчались по Кольцевой, навстречу тем самым ощущениям из жизни. Птенец покинул яйцо, птенец отрастил яйца. Я считаю, что никогда не поздно менять свою жизнь. Один мой друг в ближайшее время вынужден поменять отчество. На старости лет его отец решил сменить свое имя. Последние 2 недели всей семьей они выбирают имя для взрослого мальчика. Отец руководствуется правилом: как корабль назовешь, так он и поплывет. Корабль под именем Владлен не доплыл. Какое же имя дать 70-летнему мальчику? Я очень радуюсь, когда люди находят друг друга, наслаждаются общением. Сколько у меня друзей, кто занимается настоящей ерундой. Они ходят всю жизнь вокруг человека и не замечают его. Не дают шанса для чего-то в будущем. Словно живут на бирже, где живут товар
где ждут товар подороже для себя, не думая, что с возрастом и их котировки падают. Один мой друг, товарищ женского пола, очень хочет выгодно обустроить свою личную жизнь. Совсем недавно, совместно со своим 37-м годом рождения, она отметила и 15-летие этого желания. Вечер они провели вдвоем. Она и ее нереализованный запрос. Чья твердость в последние годы имела линейную зависимость от объема шардоне в бутылке. До 22 лет она честно позволяла себе эксперименты с чувствами, которые в народе и разных там книжках называют любовью. Позор, да, но получив пару сильных ожогов в области сердца, решила, что отныне она вводит бальную систему для тех, кто претендует на ее внимание. Проходной практически бал с самого начала стремился к максимуму. Для олимпиадников с прекрасной родословной делались некоторые поблажки. К слову, моя подруга сама приехала в Санкт-Петербург из небольшого областного городка, который находится в 1 часе езды от Эрмитажа, дворцовый пригород бывшей столицы. Воспитание в интеллигентной до поры до времени полной семье. Розовый диплом, почти как красный, но прилично разбавленный белым полусухим. Особенно на старших курсах. Работа в европейской компании. Спортивная фигура, пушап, ипотека, однушка в молодом районе города. Все сама. Это идеальная 100-бальная женщина. Ухажеров было много. В 1 год конкурс был человек 10 на место. Но место рядом с этой девушкой все так и пустовало. И постепенно, с возрастом, количество кандидатов стало сокращаться. Иногда она чувствовала какие-то вибрации в районе груди, но безжалостно пропускала эти звонки. Идеальный 100-бальный мужчина так и не появился. На 38-й год она твердо решила, что в этом году точно создастся идеальная пара. Хотя бы на 180 баллов. Компромисс. К своим 100 баллам можно будет рассмотреть уже кандидата на 80. Девальвация запросов. Есть у меня один друг, 100-бальный товарищ мужского пола, который последние 10 лет искал идеальную 100-бальную женщину, но так ее и не нашел. Однажды он даже пересекался со своей коллегой по поиску, но, увы, друг друга они не оценили. Надеюсь, что когда-нибудь для таких людей разработают приложение наподобие Тинькофф Инвестиции, это не интеграция рекламы, где они бы могли в режиме реального времени видеть актуальные баллы, как для себя, так и для тех, кто к ним стучится. Марина, 67 баллов. Хочет добавить Юрия, 65 баллов. В них всегда идеальные 200-бальные отношения. Я надеюсь, друзья, что вы нашли свои 200-бальные отношения, несмотря на все наши недостатки, которые в нас есть. Литературный клуб способствует тому, что мы объединяемся. Большое спасибо с 10-летием клуба. Еще раз давайте поаплодируем. Гип-гип, ура! Андрей Волконский и литературный стендап. Благодарю тебя, Андрей. Ну и вдохновил меня ты не только на то, чтобы вызвать наших следующих гостей, но чтобы самой присоединиться к вокальному, поэтическому поздравлению. Позвольте, я тоже присоединюсь, пока наши следующие артисты готовятся к выступлению. Алексей, мне нужно тоже ваше сопровождение. Это одно из любимейших стихотворений, и я надеюсь, девушки, вы почувствуете его силу. Я хочу тебя взять и выучить, будто азбуку, буква за буквою взять и вызубрить. И смолчать, когда, падая грудью на землю, разобьюсь прозрачная в эту тишь, разольюсь безумная, в травы выкачусь. Мое сердце тебе хранит Бог за пазухой, только выдержать день, так хочу тебя выучить наизусть, любимый мой. Небо красное-красное, высоко над избами, тишина над рекою висит замком. Я хочу тебя взять и вызубрить, и не знать других языков. И я приглашаю на нашу сцену
следующего гостя, который хочет поздравить литературный клуб с днем рождения, певица, модель, председатель Творческого союза работников культуры и искусства Наталья Лукша. Ваши аплодисменты. А вообще у нас сегодня будет море красивого и яркого, и мы будем звучать на разных языках. И совсем скоро, друзья, мы перенесемся с вами в Индию. Ну а пока, Наташа, вам слово. Здравствуйте, я рада всех приветствовать сегодня, и я хочу присоединиться к поздравлению литературного клуба с десятилетием. Можно, пожалуйста, музыкальное сопровождение тоже? Я шел в лесу. Лес темный был, так странно зачарован. И сам кого-то я любил. И сам я был взволнован. Кто так разнежил облака? Они совсем жемчужны. И почему ручью река поет? Мы будем дружны. И почему так ландыши вдруг вздохнул в траве бледнее? И почему так нежен лук? Ах, знаю, это фея. Спасибо. Наташа Лукша. Наталья приготовила нам еще и вокальный подарок. Но это Через будет некоторое чуть-чуть время, попозже. да, мы снова увидим ее на сцене. Ну а пока, друзья, почему так важно читать книги? Почему так важно транслировать красивое, классическое слово? Потому что не только нас это обогащает и одухотворяет, но еще и наших детей. И я не случайно вспомнила о самых юных участниках литературного клуба, потому что, милые девочки, вам слово. У нас есть особое поздравление. Маркасова Маргарита, Маркасова Василиса и Алиса Корсунская. Ваши аплодисменты. Мы с девочками поздравляем литературный клуб с юбилеем и желаем ему все больше и больше развиваться. И хотим прочитать стихотворение Константина Бальмонта «Прогулка феи». Прогулка феи. Фея в сад гулять пошла, так нарядно и светла. Говорит с цветами, ей цветы, будь с нами. Фея, будь как мы цветок, развернись как лепесток, будь рябинкой дикой или повеликой, будь Анюткиным глазком или синим весельком, будь или еще малюткой, синей незабудкой. Прилетит на лепесток желтокрылый мотылек, хоботком коснется, фея улыбнется. Прилетит к тебе пчела, пожужжит, не бойся зла. Я лишь пыль собираю, мед приготовляю. Покачнув на тыне хмель, погудит мохнатый шмель. Ну-ка, поцелуй фею молодую. А когда придет закат, все цветы проговорят. В росах умываться, спать приготовляться. Фея слушала цветы, фея нежила листы, но сама причуда прочь ушла оттуда. Или я на мотылька променяла светлячка, не хочу меняться, и давай смеяться. Скрылась в замок под листом, забавлялась с мотыльком. Цветиком не стала, звонко хохотала. Я желаю литературному клубу, чтобы он больше развивался, у него все получалось, чтобы когда-то говорили на сцене, что ему уже 100 лет.
Ура! Спасибо большое, девочки. Вы видите, смотря на взрослых, которые так легко выступают со сцены, и молодые тоже становятся, как мы, открытые, яркие, смелые, хорошо говорящие. Ну а прямо сейчас, как я вам обещала, мы переносимся в солнечную, жаркую Индию. И на сцене я хочу поприветствовать Галину Хара с классическим индийским танцем. Галина Хара, классический индийский танец. Галина приготовила нам множество сегодня номеров, поэтому мы увидим ее еще на сцене. Ну а прямо сейчас я приглашаю еще одного участника, члена литературного клуба, знакомого многим, Евгения Ключника, который сейчас поздравит и словом, и музыкой литературный клуб с 10-летием. Ну а пока Евгений готовится, я вам расскажу про еще один социальный проект литературного клуба «Эмоция как жизнь». У проекта высокая миссия укрепления психологического здоровья старшего поколения. У нас уже выступали дети, но литературный клуб заботится и о наших старших, о родителях, о бабушках, дедушках, для того, чтобы они жили как можно дольше и ярче, конечно же. В рамках проекта волонтеры проводят литературные чтения в домах престарелых, навещают одиноких бабушек,
бабушек и дедушек, в том числе по видеосвязи. И у нас сегодня тоже, друзья, наш концерт идет в прямой трансляции ВКонтакт. И если что, можно ссылку отправить своим бабушкам и дедушкам, чтобы они посмотрели на любимых своих дочек и сыночков на сцене. И вот, Евгений, вам слово. Здравствуйте. Литературный клуб Евгений Ключников. Я всех нас поздравляю. Поздравляю нас с нашим же праздником. Желаю нам всего, чего мы можем сами себе пожелать. И побольше. Вот, у меня, ну, так как у нас экспромт, у меня, скажем так, есть вопрос. Скажите, пожалуйста, что вы хотите послушать? Вы хотите послушать эльфийский эпос или что-нибудь экстремальное? Давайте, наверное, все-таки эльфийский эпос. Я его давно не читал, очень давно. Ну, Рагнеда подождет. Эльфийский... Вы знаете, когда снимали фильм «Властелин колец», то эльфийский язык, ну, когда там принцесса разговаривала на эльфийском языке, это был старый карело-финский язык. Вот. Карело-финский эпос можно смело назвать эльфийским. И потому что там все то же самое. Ну, вообще все то же самое. Нет, я петь буду потом. Я эпос хочу рассказать. Леонид Сергеев. Карело-финский эпос. В маленьком уездном городишке, ой, нет, не в городишке, деревушке, девушка жила красиво слишком. Так они судачили подружки. А она, тряхнув короткой стрижкой, бегала с ватагою мальчишек. И ветрам, открыв свои подмышки, вырастала из своих платишек. Девушку прозвали Каэскюль, что по-фински значило Маришка. И в ее родимом Ювескюле все ее любили, даже слишком. Старый Тойва Антикайнен младший под карельской сидя под березой говорил, что нет Маришки краше, вытирая трубкой свои слезы. Сын его Лоренцо из Ланчетцы далеко ходил рыбачить в море. Вместе с ним рыбачили и ненцы. Итылгын и однорукий Боря. В море волны выли и гудели. Итылгын с Лоренцо пели оду. Однорукий тоже был при деле, черпаком вычерпывая воду. Как-то раз, закинув на удачу свой гарпун в районе Чеченицы, услыхал Лоренцо крик гагачий и увидел раненую птицу. Гага билась крыльями в ветер, но гарпун вонзился в тело слишком, и вскричал Лоренцо: «Доннер ветер! Ты моя егенка, я твой Збышка, но Макитопа моя Ундина!» Гага все слабела и слабела, и, упав на плечи Тылгына, от рыдания сотрясалось тело. Либерийский танкер маршал Громов шел из Порто-Пренса до Колхоста, и уже почти поплывши к дому, люди видали Белый остров. Да, друзья мои, печальной песней на волнах покачивалась Гага, ворон смерти бился в поднебесье, и гарпун торчал, как древко флага. Машинист ребятки Трунчика Вилли поднял Гагу нежно, как ставриду. Доктор Автандил Хинкалишвили обработал рану стриптоцидом. Капитан, обветренный, как скалы,
Петр Михайлович Зайцев крякнул тихо и сказал: немало ей досталось, пусть живет, забыв про злое лихо. И, о чудо, после пармидола Гага как-то странно встрепенулась, и как будто не было укола, девушкой прекрасной обернулась. Так вернулась к жизни Кая Скуля! Возродилась для тепла и ласки. Кто-то черствый скажет: ну и что же? Это же все легенды, рифмы, сказки. Нет, друзья, в камчатском пароходстве танкер маршал Громов уважают. Его с началом судоходства сотни камчедалов провожают. А команда так души не чает в озорной буфетчице Маришке. Любят все ее и ублажают. А Хинкалишвили даже слишком. А Лоренцо почернел от горя, многократно проклял все на свете, запасной гарпун закинул в море и теперь работает в газете. Пишет репортажи и заметки и кричит: I love you, meine Kleine! Только ветер встряхивает с ветки. Пух гагачий, словно снег, печальный. Плывут немые облака, светла дорога, по ним прозрачно и легка скользит пирога над землей. В лучах рассвета и мальчик спит в пироге той, похож на лето. Несет течение, и жизни радость не беда, а приключение. Рука не трогает весла, несет пирогу, вода прозрачная и светла. И слава Богу, рука не трогает весла, несет пирогу, вода прозрачная и светла. И слава Богу, сольется тихая река с рекой познаний, и образуется река воспоминаний, и покачнется тяжело его пирога, и он возьмется за весло. И слава Богу, он поплывет через моря и океаны, и он увидит, как горят сердца и страны ночей будней штормовых. Случится много, но он останется в живых. И слава Богу. Пирога по небу парит в немую просень. В пироге той сидит старик, похож на осень. Рука не трогает весла, несет пирогу,
вода прозрачна и светла. И, слава Богу, рука не трогает весла, несет пирогу. Вода прозрачна и светла. И слава Богу. Спасибо. Ну, я бы снова. Евгений Ключников, ваши аплодисменты тоже, как и каждый из нас, член литературного клуба. Евгений, благодарю. Ну а прямо сейчас я приглашаю на эту волшебную сцену. Ой-ой-ой, какие волшебные звуки здесь у нас в волшебном лесу. Катерина Каванджи, меццо-сопрано, которая на разных языках поздравит литературный клуб с днем рождения. Ваши аплодисменты, феи. Les yeux qui font baisser les miens, un rire que se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il est entré dans mon cœur une source de bonheur, je ne connais la cause. Il est entré dans mon cœur une source de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, moi j'irai pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Il est entré dans mon cœur une source de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, moi j'irai pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur Браво, Катерина Каванджи. Это был французский язык. Это был французский язык. Мы сегодня, я слышала, охватываем тематику языков БРИКС. Знаете, очень много Африки говорит на французском языке, поэтому мы начинаем, наверное, тематику БРИКС. И очень не хочется ее прерывать, я тогда спою тут же песню на арабском языке. Это газель, это великолепный стих восхваления, восхищения.
Катерина Каванджи, спасибо огромное. Очень красивое пение на таких красивых языках. Ну а, друзья, я сейчас хочу пригласить на нашу сцену народного артиста России, президента Международного благотворительного фонда «Розум», пианиста Юрия Розума, который наполнит этот волшебный лес классической музыкой, а сразу после поднимайтесь на сцену, Юрий сейчас вам приготовит место, а сразу после нас ждет неожиданный творческий дуэт, который родился буквально в этом ночном лесу. Ну а пока готовится сцена, я расскажу вам о том, что есть еще в литературном клубе. Предлагаю поднять бокалы всех, кто нас слышит в лесной чаще, и всех, кто может эти бокалы сейчас поднять. Совсем скоро на карте нашей страны появится первый в истории лабиринт QR-код, и он будет расположен ни много ни мало, а совсем недалеко от Москвы, где появится Гиперборея, легендарная северная страна в древнегреческой мифологии, но только в этот раз в современном прочтении литературного клуба. Он строит свою собственную страну. Можете ли вы представить? Литературный клуб строит свою собственную страну. И эта страна будет называться Гиперборея. В ней будет 36 домов. Располагаться поселение будет на берегу реки Волги, вблизи поселка Завидово. Если вы хотите вдруг инвестировать в туристический проект с региональным развитием, дайте знать участникам, координаторам литературного клуба, направьте консьержу свою информацию, потому что это будут не только 36 домиков, там будет разветвленная огромная инфраструктура, посвященная литературе и творчеству, о которой я сегодня еще расскажу. Ну а сейчас время классической музыки. Юрий Розум, вам слово. Спасибо. Добрый вечер, дорогие друзья, дамы и господа. Знаете, такая радость всегда играть на природе, общаться с небом, с деревьями, с травой. Но прежде всего, конечно, замечательная аудитория. Сегодня здесь собрались такие творческие и красивые люди, для которых огромная радость играть. Меня сегодня спросили, а на каком языке ты будешь вот из этих 10 предложенных играть? Я сказал сразу на всех, потому что музыка, она звучит на всех языках. И у меня будет 2 произведения. Первое о нашем таком непростом, бурном, боевом и победном времени. Это этюд до минор Шопена. А второе, конечно, о любви. Адажио из Щелкунчика Чайковского. Спасибо.
Добавлю еще один вальсик. Хочется еще лирики. Юрий Розум, народный артист России, пианист. И, друзья, литературный клуб, он объединяет, как я уже неоднократно говорила вам, тех, кто любит слово и поэзию. И сегодня вас ждет сюрприз сразу после того, как Юрий сыграет нам еще Чайковского. Это не сюрприз. Что это? Вот эти бантики ваши.
Браво! Юрий Розум, народный артист России. Юрий, наслаждение, огромная благодарность вам. Друзья, как я уже вам анонсировала, литературный клуб объединяет, и вы всегда можете найти соратника, партнера, человека, который поддержит вас в творчестве. И буквально сегодня на этой волшебной поляне у нас родился номер, который порадует ваши сердца. Прямо сейчас у нас на сцене сразу две звезды. Юрий Розум и Альберт Джалилов вместе, и это экспромт, импровизация, которая родилась буквально несколько минут, и мы станем свидетелями уникального номера. Альберт, на сцену приглашаю вас. И у нас сегодня настоящий праздник. Ваши аплодисменты, друзья, давайте согреем друг друга. Давайте поднимем бокалы. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы знаете, после такого номера прекрасного, конечно, хочется спеть классику. Но все-таки классику лучше слушать в акустических залах, в филармонии, в консерватории. Приходите на концерты. А сегодня мы подумали о том, что же можно спеть вот в такой прекрасной сказочной атмосфере, когда звездное небо над нами, и мы можем посмотреть на него и найти именно свою звезду. И мы вспомнили про романс, которому уже более 150 лет, но, как мне кажется, он никогда не потеряет свою актуальность, потому что у каждого есть своя звезда. Называется этот романс «Гори, гори, моя звезда». Моя звезда, звезда любви, приветная, ты у меня одна заветная, другой не будет никогда. Ты у меня одна заветная, другой не будет никогда. Твоих лучей небесной силою вся жизнь моя озарена. Умру ли я, ты над могилою гори, сияй, моя звезда. Умру ли я, ты над могилою гори, сияй, моя звезда. Звезда любви, звезда волшебная, звезда моих минувших дней. Ты будешь вечно неизменная, в душе измученной
душе измученной моей. Вечно неизменная, в душе измученной моей. Ты будешь вечно неизменная, гори, сияй, моя звезда. Ну а теперь, друзья, переместимся в солнечную Италию. Конечно, так или иначе все знают неаполитанские песни. Знаете, друзья, неаполитанские песни? Какие? «О соле мио» еще? «Вернись в Соренто» еще? Ну, пожалуй, одна из самых известных. Но это не совсем неаполитанская все-таки. Есть песня, которую, я думаю, знают все девушки, потому что мужчины, как мне кажется, должны подходить к балкону возлюбленной и петь именно эту неаполитанскую песню. И первые фразы в ней сразу же рождают определенную картину. Скажите, девушки, подружки ваши. Cilencella sta compagna vostra, che ho perduto sonno e fantasia, che penso sempre che tutta vita mia già volesse ricere, ma non ciò sacio di. Voglio bene, sai, dici nel cielo voi, non mi scordo mai, è una passione più forte una catena, a me tormenta l'anima e non mi fa campare. Скажите, девушки, подружки ваши, что я ночей не сплю, о ней мечтаю, что всех красавиц она милее и краше. Я сам хотел признаться ей, но слов я не нашел. Очей прекрасных огонь я обожаю. Скажите, что иного я счастлив
счастья не желаю, что нежной страстью, как цепью к ней прикован, что без нее в душе моей тревоги не унять. Браво! Браво! Бурные аплодисменты, хлопайте, это тоже согревает. Юрий Розен, дорогие друзья. И Альберт Джалилов. Спасибо вам огромное. Я приглашаю на сцену Алексея Кравченко, который продолжит нашу программу вместе с Альбертом Джалиловым. Дорогие друзья, сегодня такой вечер импровизации получается. В общем-то, так и должно быть. Во время такого концерта должны рождаться какие-то неожиданные дуэты. И сейчас мне бы хотелось спеть одну песню, которую вы, конечно, все знаете, слышали неоднократно, я уверен. Это песня про солнце, которое всегда должно, как своим лучом золотым, согревать нас всех. И песня так и называется «Луч солнца золотого». Луч солнца золотого тьмы скрыла пелена, и между нами снова вдруг выросла стена. Пройдет, наступит утро ясное, знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет, пора ненастная, солнце взойдет. Солнце взойдет. Петь птицы перестали, свет звезд коснулся крыш. В час грусти и печали ты голос мой услышь. Ночь пройдет, наступит утро ясное, знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет пора ненастная, солнце взойдет. Солнце взойдет.
Спасибо, дорогие друзья. Еще одна песня. Под гитару, мне кажется, в самый раз как раз пожелать вам хорошего настроения и завершить мое выступление на этой сцене этим прекрасным романсом. Многие, конечно, его знают. Я думаю, что вместе с вами попробуем его исполнить тоже. Называется этот романс «Пой, гитара». К долгожданной гитаре я тихо прильну, осторожно и бережно трону струну, и она отзовется, зазывно звеня, добротою наполнит тебя и меня. От зари до зари, от темна до темна, о любви говори, пой, гитарная струна. Ла-ла-лай, 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 ла-ла-лай. Я гитару настрою на лирический лад и знакомой тропою уйду в звездопад. Быть счастливой, как песня, попрошу я ее, и гитара взорвется, как сердце мое. От зари до зари, от темна до темна, о любви говори, пой, гитарная струна. Ла-ла-лай, 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 ла-ла-лай. К долгожданной гитаре я тихо прильну, осторожно и бережно трону струну. Ведь бывают гитары, они зазвучат, и большие оркестры покорно молчат. От зари до зари, от темна и до темна, о любви говори, пой, гитарная струна. Ла-ла-лай, 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 ла-ла-лай. От зари до зари, от темна до темна, о любви говори, пой, гитарная струна. Ла-ла-лай, 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 ла-лай, лай, лай.
Спасибо, дорогие друзья. Мне очень был рад сегодня быть вместе с вами и поимпровизировать, попеть под открытым небом. Скоро осень, и такие возможности больше не будет, поэтому счастья вам, любви и хорошей музыки в сердце. До встречи! Хорошей музыки в сердце. Альберт Джалилов и Алексей Кравченко. Друзья, бурные аплодисменты. Огромная вам благодарность. Дамы и господа, пусть смолкнет музыка, она мне мешает. Дамы и господа, мы имеем честь пригласить вас присоединиться к нашему балу. Минутку. Здесь должны были быть аплодисменты. Поздно. Попробуем еще раз. Я в вас верю. Итак, дамы и господа,
Мы имеем честь пригласить вас присоединиться к нашему балу. Лучше, лучше. А вам-то что аплодировать? Бал по традиции начинается полонезом. Полонезом начинается, не шумите. Молодец. Итак, все, что происходит на бале, происходит только по команде гофмистерины. А это я. Итак, полонез. В полонезе дама являет миру главное. В полонезе дама являет миру, как она, дай ручечку, как она прекрасна, как прекрасен ее гардероб, как сияют ее драгоценности, и вообще все, что отличает нас от них. Правильно, грация. В полонезе кавалер. Зачем-то же он нужен? В полонезе кавалер. Ручечку за спиночку являет миру главное. За спиночку, ручечку, свою, не дамину. Можете, вы все можете. В полонезе кавалер являет миру, как прекрасно его дама. Я обожаю тебя! Какой шумный кавалер. Господи, боже мой. Давайте поаплодируем ему. Может быть, ему это будет достаточно. Итак, фигура первая величиною фонтан. Дойдя до гофмейстерины, а это я, кавалер увлекает даму направо или же налево. Дабы, обойдя весь полонез, они выстроились в порядке шествования, потому как полонезом не ходят, полонезом шествуют. Пробуем без музыки. Дойдя до гофмейстерины, доходи. Туда увлекай. Увлекай там. Доходим, туда увлекаем, доходим, сначала доходим, потом увлекаем, доходим, осторожно, да иди сначала, увлекаем, да, увлекал, вот чудесно, и выстраиваемся в порядке шествования. Стой! Боже мой, там что-то происходит. Итак, нам покорилась первая фигура, здесь должны быть аплодисменты. Чудесно. Фигура вторая. Амурная. Дойдя до гофмейстерины, а это я, кавалер с видимым сожалением отпускает руку дамы, только дойдя до гофмейстерины, не раньше, дабы они разошлись в разные стороны и, обойдя весь полонез, вновь встретились. Пробуем. Доходим до гофмейстерины с видимым сожалением, с очевидным сожалением, всем заметным сожалением, глубокой печалью. Все заметили, что грустно. Молодец какой, а? Тихо, но быстрее. Чудесный, галантный кавалер. И они встретились... Стой. Они там подползают еще, да. Нам покорилась вторая фигура. Здесь должны быть аплодисменты. Мне нравится ваш подход. Фигура третья. Трудная. Нам потребуется наука, математика. Дамы и кавалеры поворачиваются друг к другу лицом. Лицом повернитесь. Никаких сложных движений. Видите, там что делается? Какое там сложное то, что вы показали, а? Вот видите, как мне разобраться? Итак, кавалер с видимым сожалением вновь отпускает руку дамы. Руку выпусти, да, девушка, выпусти, молодец. И они отходят друг от друга на 3 шага. 1, 2, 3, удалось. И тут кавалеры приветствуют дам поклоном. Давай, кланяйся. Ага, вот так, да? Угу. Ну так, что? Что вам сделала эта женщина? Она меня сделала счастливой. Глубже. Вот! И поклон должен быть такой же. Дадим им второй шанс. Итак, кавалеры приветствуют дам, приосанились. Поклоном, поехали. Ну что скажешь? Лучше. Дамы ответствуют им реверансом. Позволяю увидеть ножку. Реверансом. Дамы. Положь девушку. Дамы, недавно мне сообщили одно умное иностранное слово. Синхронно. Дама ответствует им реверансом синхронно. Сказочно. Итак, тут дамы и кавалеры сходятся на 3 шага. 1, 2, 3. Кавалер протягивает руку раме, поворачивается лицом к гофмейстерине. А это я.
Итак, кажется, все получилось. Дамы и господа, волшебный сказочный лес, эльфийский вечер, самый настоящий бал, первый танец бала, полонез. Музыку, пожалуйста. Стоять! Молодец. Друг другу лицом. Отпустили руки. Раз, два, три. Стоять. Поклон. Повернулся. 3 шага. Раз, два, 3. Браво! Аплодисменты друг другу, аплодисменты оркестру. Угодно ли досточтимому собранию продолжать? А вас никто не спрашивает. Дамы и кавалеры поворачивают друг другу лицом и отходят друг от друга на 1 шаг. Один, отпусти девушку. Какой я придумала себе чудесный парадный выход, правда? Тихо, мешаете. Следующий танец бала — минуэт. Минуэт, и снится мне сон, будто я в маслиновой бастроге танцую минуэт, танцую лучше всех, и подходит ко мне король Людовик и протягивает мне розу. Для того, чтобы быть представленным французскому королю, надо было иметь приличное платье, но это потом. Уметь говорить по-французски. Вы говорите по-французски? No. Месье, вы très gentil, но главное... Да подождите, господи, боже мой! Главное, надо было уметь танцевать минуэт. После этого визита в волшебный лес вы можете быть представлены французскому королю. Найдите себе кавалера, идите в Лонгвей. Чего там стоите-то, господи, такая красивая девушка. Кавалера, только найдите, вот там с бородкой такой симпатичненький есть. Кавалера хватайте и тащите его сюда. Чего тут стоим-то? Любого берите! Любого, с ним разберемся. Итак, положь девушку. Девушку положь. Итак, в минуэте дама приветствует гостей. Дама и кавалер подходят друг к другу на полшага. Дама столь благосклонна, что протягивает кавалеру правую руку. Они встречаются правыми руками. Правыми. У всех есть правая рука? Правая. Вам потребуется еще одна левая, да. Отдайте кому-нибудь. Мудро. Спасибо вам, добрая женщина. Итак, но дама столь благосклонна, что протягивает кавалеру левую руку скрестно, они встречаются левыми руками. И теперь, держась за руки, они меняются местами. Меняйтесь. Произвольно. И разнимают руки. Выпусти девушку. Дама вновь протягивает кавалеру правую руку. Левую руку. И они снова меняются местами. И разнимают руки. И тут дамы протягивают руки дамам. А кавалерам, а что делать? Да что такое, он не страшный? Давайте быстрее. Итак, а теперь дамы и кавалеры отходят друг от друга на 4 шага. 1, 2, 3, 4. Немедленно сходятся. 1, 2, 3, 4. И тут дама протягивает кавалеру обе руки. И они совершают полный круг, дважды поменявшись местами. 1, 2. И разнимают руки. Итак, все это будет очень быстро. Единственное, что может вас спасти, это во всем слушать гофмистерину. А это я. Итак, дамы и господа, второй танец бала — минуэт. Музыку, пожалуйста. Правая рука, левая рука.
поменялись местами, отпустили руки. Правая рука, левая рука, поменялись местами, отпустили руки. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Полный круг. Правая рука, левая рука, поменялись местами, отпустили руки. Правая рука, левая рука, поменялись местами, отпустили руки. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Полный круг. Правая рука, левая рука, поменялись местами, отпустили руки. Правая рука, левая рука, браво. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Полный круг. Браво! Аплодисменты друг другу, аплодисменты оркестру. Дамы и господа, я приготовила для вас волшебный сюрприз. Беги за сюрпризом. Итак, дамы и господа, котильон. Волшебный танец, который считался непристойным, поэтому его мог танцевать даже в Зимнем дворце, но тогда, когда уже ушел государь-император. Мы с вами будем танцевать котильон с лентами, а он еще и более непристойный. Итак, берем ленточку. У нее есть два хвостика. Один хвостик мы отдаем кавалеру. Держи хвостик. А другой даме. И дама отходит от кавалера на длину ленты. Уйди оттуда. Уйди, иди. Чудесно. Держите. Держи ленту. Отходим. Все отходим. Вставайте в пару. Назад. Вставайте. Назад. Туда. Куда найдете. Так, чудненько. Так. Прекрасно. Все? Закончили. Уже не успеем. Итак, последняя лента. Все! Разговор закончился. Итак, у котильона всего... Сделаем немножко вперед шаг. Угу. А то у нас там не помещается пара. Итак, у котильона всего две фигуры. Фигура первая. Ленты ввысь, молча! Нет. Ленты ввысь? Как вы смеете? Так, опустили ленты. Все кавалеры и все дамы с глубоким осуждением посмотрели на кавалера в рясе за скверные слова. Займите место в котильоне. Мы все выразили вам свое общественное порицание. Итак, фигура первая. Ленты ввысь. Прекрасно. Опустили ленточки. Итак, первой фигуры котильона. У нас есть свободный кавалер, который может заменить этого? Храните молчание. Все, что происходит на бале, происходит только по сигналу гофмейстера. Или я уйду, или вы. Итак, еще разочек, пожалуйста. Первая фигура ленты ввысь. Опустили. Первая фигура котильона является последней. Вы будете первой фигурой за первой линии. А уберите телефончик, он вам не нужен. Итак, дамы, я сейчас я ненадолго возьму. Я показываю, что нужно делать. Ничего не повторяем, только смотрим. Хорошо? Только смотрим. Дама. Когда она становится первой парой, берет ленту за свой хвостик и располагает ее у себя на талии. Ничего не повторяем, только смотрим. Закрепляем на талии. Держи ленточку. Смотрим на кавалера. Прикручиваемся к кавалеру. Кавалер проводит даму по аллее из лент и с видимым сожалением раскручивает обратно. Весь котильон делает шаг назад. Дамы, у меня к вам замечательный подарок от эльфийского леса. Если, проходя по аллее лент, вы громко произнесете свое имя, ваше имя навсегда останется в этом лесу. Мало того, если вы всегда чувствовали, что вас зовут Юдифь, Жозефина, Клотильда или Клеопатра, именно это имя вы можете оставить здесь, в лесу. Готовы?
Каждая пара начинает движение только по сигналу гофмистерины. А это я. Итак, дамы и господа, финальный танец бала «Котильон». Музыку, пожалуйста, «Котильон» с лентами. Внимание! Ленты ввысь! Первая пара, пожалуйста. Дама в венке располагает ленту на талии, изящно прикручивается к кавалеру. Лови даму, лови, 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 лови. Какая дама! И проводит ее по доле из лент. Сюда веди! Как ведет весь котильон, делает шаг назад. Имя? Аннет. Аннет. На бале в волшебном лесу. Внимание, ленты ввысь. Следующая пара, пожалуйста. Ленту вверх подними. Ах, какая дама, какая дама. Шествуем, 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 шествуем. Имя? Натали на бале в волшебном лесу. Весь котильон делает шаг назад. Ленты ввысь. Следующая пара, пожалуйста. Прекрасная дама в горностаях и хулиганистый кавалер. Шествуем, веди даму. Ваше имя? Анастасия на бале в волшебном лесу. Опускаем ленты. Ленты ввысь. Следующая пара, пожалуйста. Как ведет, это сказочно. Имя ваше? Джульетта на бале в волшебном лесу. Раскручиваем. Котильон делает шаг назад. Ленты ввысь. Туда встаньте, пожалуйста, возьмите ленточку. Ленты ввысь, ввысь, вверх это там. Ах, как несет, как ведет. Волшебно ваше имя. Жозефина на бале в волшебном лесу. Раскручивай девушку. Ленты ввысь. Следующая пара, пожалуйста. Как идет, как шествует, какая прекрасная дама, ваше имя? Клеопатра. Клеопатра на бале в волшебном лесу. Ленты ввысь. Следующая пара, пожалуйста, прекрасная дама в бриллиантах. Кружится в волшебном котильоне. Веди. Ведет, 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 ведет. Имя? Ольга на бале в волшебном лесу. А теперь держим ленточки. Ленточки держим. Ко мне подходим, мне же тяжело. Натянули. Дамы и господа, мы наблюдаем волшебное явление, именуемое карусель. Так, собственно, и родилось. Сначала ходили дамы и кавалеры, потом лошади, потом маленькие дети. Натянули ленточку. У меня к вам еще один подарок от волшебного леса. Задумали желание, подумали, а вдруг оно исполнится. И подбросили ленту ввысь. Через год встретимся, узнаем, сбылось ли. Возьмите даму возьмите за руки, взяли за руки. И так все плотненько друг к другу встали, плотненько, плечиком, уйди. Плечиком друг к другу, плотненько, вот туда. Все. Не туда вот. Ну, хорошо, хочешь там, стой там. Итак, дамы и господа, что главное в артисте? Ах, боже мой, все говорят харизма, некоторые гонорар. Что главное в артисте? Главное в артисте поклон. Артисты к поклону готовы. Публика к поклону готова. Так, готовимся профессионально. Поднимите, пожалуйста, правую руку. Правую. У всех есть правая рука? Боже мой, мечта депутата. А теперь, не опуская правую руку, поднимаем левую. Сосредотачиваемся.
Сосредотачиваемся. И резко сдвигаем ладони. Чудно, публика готова. Возьмитесь за ручечки возьмите. Так, значит, пока я не приду, ничего не... Руку дай кавалеру. Или уйди отсюда. Итак, пока я не приду, ничего не делаем. Когда я приду, делаем как я. Всем понятно, да? Так, артисты готовы, публика готова. Музыку для поклона, пожалуйста. Она там шутка называется. Ага. Ждем музыку. Сейчас, минуточку. Музыка. Кис-кис. О. Дамы и господа, я несказанно счастлива, что... Ой, мама родная, мамочки, отпустите меня! Ах, какой ужас, какой ужас! Итак, подожди, я занята, я работаю. Дамы и господа, несказанно счастлива, что мы были здесь с вами. С вами был театр «Малый Трианон». Ваши чудеса волшебного леса только начинаются. Мы прощаемся с вами, но чудес у вас впереди еще великое множество. Большое спасибо, и мы ждем новых чудес. Как главная повелительница этой сцены, я благодарю пиковую даму и повелеваю отдать мне микрофон сию секунду. Друзья, давайте поаплодируем пиковой даме, и я приглашаю на эту сцену Татьяну Пахомову, руководителя Московской ячейки литературного клуба. И, друзья, не расходитесь, потому что прямо сейчас вас ждет еще один мощный перформанс. Дорогие друзья, добрый вечер! От всей души поздравляю вас с 10-летием литературного клуба. Дальше больше, дальше больше возможностей. И я сейчас предлагаю сделать очень интересную вещь. У нас сейчас будут чтения по карточкам. Я предлагаю разделиться на 3 группы. Первую, вторую и третью. Первая группа читает первые карточки хором. Вторая – вторые карточки. И, да, все вместе, конечно. И третья группа читает третьи карточки. Сейчас вам раздадут. Друзья, мы сейчас создадим с вами совместное массовое чтение. Такого не делал еще никто. Бальмонт зазвучит массово нашими голосами. У нас 3 строфы, 3 абзаца. И мы создадим 3 группы, которые одновременно хором зазвучат. Это сила и мощь, проявленная в слове. Поэтому формируемся, разделяемся на 3 блока, и наши девочки раздадут вам карточки. Девочки, я предлагаю вам, вот как сейчас ребята стоят, у нас уже получается как раз 3 группы. Левое крыло, центр и правое крыло. Раздавайте карточки, и мы вместе зазвучим, и все это будет записано в трансляцию. И первое массовое чтение стихов Бальмонта
улетит в интернет и дальше, по всему миру. Из нашего волшебного леса весть о юбилее, первом большом солидном юбилее литературного клуба разнесется по всему миру вашими голосами. «Будем как солнце», так звучит это стихотворение. Сейчас в руках уже те, у кого есть карточка, начинайте готовиться. Будем как солнце, забудем о том, кто нас ведет по пути золотому. Будем лишь помнить, что вечно к иному, к новому, к сильному, к доброму, к злому ярко стремимся мы в сне золотом. Будем молиться всегда неземному в нашем хотении земном. Это то, что прочитает первая группа. Вторая группа заголосит следующий текст. Будем, как солнце, всегда молодое, нежно ласкать огневые цветы, воздух прозрачный и все золотое. Счастлив ты? Будь же счастливее вдвое. Будь воплощением внезапной мечты. Только не медлить в недвижном покое. Это строфа вторая. Ее прочитает центральная группа. Ну и у нас остается левое крыло, которому третья строфа. Дальше еще до заветной черты. Дальше нас манит число роковое. Вечность, где новые вспыхнут цветы. Будем как солнце. Оно молодое. В этом, друзья, завет. Вместе хором красоты. Красоты! Вот смотрите, мы хором прозвучали. Сколько энергии. А представляете, когда все вы сольетесь в едином чтении стихотворения. Это мощно. Это Готовы? волшебство ночного леса. У всех карточки получили? Ура! Итак, у кого будем как солнце, забудем о том. Поднимите руку, группа. Левое крыло. Будем как солнце всегда молодое. У кого так начинается строка? Поднимите руку. Будем как солнце всегда молодое. Поднимите руку, у какой группы так начинается стих. Посмотрите свои карточки. Будем молиться. Будем молиться всегда неземному. Да, отлично. И правое крыло. Как у вас? Будем... Только не медлить. Все, вижу, у меня разделение. Итак, по моей отмашке начинает левое крыло. Как только левое крыло заканчивает, вступает центр. Как только центр заканчивает, вступает правое крыло. Да? Мы давайте сначала отрепетируем, и потом у нас будет запись. Чтобы никто не торопился или, наоборот, не задерживался, мы сделаем что-то типа режиссуры, дирижирования. Да? Вот у нас будет вот такая примерно скорость чтения. А как вы будете пока снимать? Давайте сначала репетируем, и потом уже у нас будет запись. Единственное, только попрошу центральную группу, вот буквально 3 человека с этого края, чуть-чуть сдвинуться потеснее, чтобы освободить нам камеру, которая как раз за вашими спинами. Итак, друзья, готовы? Левое крыло. 3, 4. Будем как солнце, забудем о том, кто нас ведет.
Вау, друзья! Наш хор из заслуженных и народных фей и эльфов готов к записи. Мы читаем, и как только заканчивает левое крыло, вступает без паузы вместе центр. Как только заканчивает центр, не медлит, вступает сразу правое крыло. Мы готовы? Так, операторы, скажите мне, все ли готовы? Смотрите, операторы, тоже посмотрите на меня, операторы, на сцену взгляните. Первая группа это, потом центр и потом правое крыло. Готовы? Так, последние приготовления, чтобы картинка была красивой. Итак, в волшебном лесу состоится хоровое, массовое, соборное чтение стихов. И будем как солнце. 3, 4, левое крыло. Первое в истории соборное чтение стихов состоялось. Оно записано, и оно отправляется в путешествие по планете через соцсети. С днем рождения, литературный клуб! Ура! С днем рождения, литературный клуб! И остаемся на этой поляне, потому что сейчас мы, раз уж мы отправляем наши стихи в путешествие кругосветное по всему миру, то давайте зазвучим на всех языках. Сейчас вас ждет волшебный перформанс. Вы удивитесь, как красиво, невероятно красиво звучит поэзия на разных языках. И перед тем, как мы это сделаем, друзья, будет еще один маленький сюрприз. Он готовится. Осталось буквально несколько секунд. Вы увидите море огней, и очень будет приятно. Но перед этим я снова объявлю, что у нас на въезде в наш волшебный лес какие-то две волшебные кареты под названием Mercedes, BMW и Exit сблокируют друг другу выезд. Кареты стоят, тройки бьют копытом, а прекрасным колесницам никак не вырваться. Поэтому кто припарковал свои машины в неположенном месте, идите, пожалуйста, и освободите проезд. А сейчас давайте-ка вместе посчитаем от 5 к 1. 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. С днем рождения! С днем рождения, волшебный лес! Давайте-ка пройдемся хороводом вокруг нашего волшебного древа жизни.
Друзья, это восхитительно, и мы продолжаем наше волшебное совместное путешествие по миру, буквально взявшись за руки. Торт сейчас разделают и приготовят, и принесут на волшебное чаепитие. А прямо сейчас я приглашаю на сцену, у нас будет хоровод звезд на сцене. А вы продолжайте держаться за руки, это нам поможет. Итак, волшебный Бальмонт Интернешнл. И мы будем читать на разных языках. Вы услышите, как звучит поэзия. На немецком, на русском, на английском, на французском, на испанском, на иранском, на амхарском, на азербайджанском, на французском, на русском, конечно же, на белорусском, и на индийском, и на бурятском. Так что поднимайтесь на сцену все, кто участвует в перформансе Бальмонт Интернешнл. Все, кто участвует и говорит на иностранных языках. Еще секундочку мы ждем. Итак, все, кто читает на иностранных языках, находятся на сцене? Если да, то мы начинаем. Сейчас я предупрежу, что вы увидите. На сцене будет звучать стихотворение, один и тот же фрагмент, но на разных языках, и вы услышите, как красиво это звучит. И мы начнем, конечно же, с русского, для того, чтобы вы поняли, о чем будет этот отрывок. Русский язык. Мы говорим на разных языках. Я свет весны, а ты усталый холод. Я златоцвет, который вечно молод, а ты песок на мертвых берегах. Прекрасна даль вскипающего моря, его простор играющий широк, но берег мертв, измыт волной песок, свистит, хрустит с гремучей влагой споря, а я живу, как в сказочных веках. Воздушный сад исполнен аромата. Поет пчела, моя душа богата. Мы говорим на разных языках. Бурятский язык с берегов Байкала. Биде ондохлыңдыры харылсынып де, би хабаре туя, ши тулихың жабыр. Би ходол арюң алтың сысек, ши амикуй эрiyің әлгің. Бусылғың далең ұзысқылын тәнуғың, ұжым дейдің долгиталың ұрғың, эрiyің амикуй. Әлгің долгер аптықтың хай. Ишқырныл, хухырныл, нығжыным әшікте арсалдан. Би амидарнып, онтықың туғың ойдыл, ағарты сысырлик дұрың қаңғылды. Зуғы дондығына, сытқыл мені дұрың, биді ондо қылыңдыры қарылсынып де. Давно не читала по-немецки, но нам понадобился еще один язык. Ganz verschiedene Sprachen. Wir sprechen ganz verschiedene Sprachen. Bis Frühlingslicht und du die müde Kälte. Ich bin die immer junge goldene Farbe und du der Sand an toten Stränden. Schon ist die Ferne des schäumenden Meers, des weiter Raum im Spiel begriffen ist. Doch dort liegt Ufer, Sand ist ausgewaschen. Er pfeift und knirscht und streitet mit der Gischt. Ich lebe noch, wie in der Zeit der Sagen erfüllen wohl Gerüche Luft gen Garten. Die Biene singt und reich ist meine Seele. Wir sprechen ganz verschiedene Sprachen. Мы говорим на разных языках, на французском. Nous parlons de langues différentes. Je suis la lumière du printemps et tu es le froid fatigué.
Je suis la fleur d'or qui est toujours jaune. Et tu es du sable sur des rivages morts. Je suis la fleur. Belle est la distance de la mer bouillonnante. Son espace de joue est large. Mais la côte est morte. Le sable a été emporté par les vagues. Elle siffle, craque, argumente avec l'humidité explosive. Et je vis comme dans le cant de fées, jardins aérés et plein d'arômes. Le bel chante, mon âme est riche. Nous parlons de langues différentes. Azərbaycanski. Müxtəlif dillərdə danışırıq. Mən baharın ışığıyam, sən də yorğun soyuqsan. Mən ədədi gənc olan bir qızıl çiçəyəm. Sən ölü şəhərlərdə qumsan. Qaynar dənizin məsafəsi gözəldir. Onun oyun sahəsi genişdir. Ancaq sahil oldu, qum dağla ilə yuyulur. Fit, xırıltı, çındırıqlı, nəmlə mübahisə edir. Mən də yaşayıram. Nağıl əslərindəki kimi hava bağı etirlə doludur. Arı oxuyur, ruhum zəngidir. Müxtəlif dillərdə danışırıq. Спасибо. Маргарита, сними, пожалуйста, на видео. Белорусская мова. Мы размаўляем на розных мовах. Я святло вясны, а ты стомлены холод. Я золотоцвет, які вечна малады. А ты пясок на мёртвых берагах. Выдатная далеч закіпаючага мора, яго прастор гуляючы шырокі, але бераг мёртвы, змыты хваляй пясок. Свішча хрыбусціць з грымучай вільгаццю спрачаючыся. А я жыву, як у казачных стагоддзях, паветраны сад выкананы водару. Спявая пчала, моя душа богатая. Мы размаўляем на розных мовах. А теперь я хочу поздравить наш прекрасный клуб под предводительством Пола Маркасова. Здравствуйте его, почтите его. Он нас собрал тут всех вместе. Если бы не он, мы бы тут не были вместе. Я вас поздравляю с 10-летием нашего клуба. От всей души. Не буду дальше. Да. Душа к душе и к душевно в душу. Ну зачем? Ну просто, но за это хоть можно ответить. От всей души люблю вас, уважаю, целую всех. Ваши аплодисменты, и я благодарю наших восхитительных артистов, которые на разных языках, и в том числе и на русском, зачитали Бальмонта. Прошу вас спускаться в зал, но некоторые из вас еще поднимутся на сцену, а прямо сейчас еще один язык прозвучит на этой сцене, язык танца.
शङ्करि चामुण्डेश्वरि चन्द्रकला दरिताय गौरि शतोदरि शङ्करि चामुण्डेश्वरि चन्द्रकला दरिताय गौरि दद निदद 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 निपम दद निरे सनि सद नि सद पम दद निगरि निरे सनि द पनि द म दद म ग म प प म प द नि नि द म दद रे सनि द नि दद म द नि म नि दद सा सा प द नि दद म ग रे सनि दद प दद नि दद सा द रे द म ग रे सनि द नि सनि नि दद प म ते मलय ध्वज पाण्ड्य सञ्जाते आतङ्गवदन गुहमाते А прямо сейчас спасибо огромное. Мы из Индии перелетаем в Бурятию. Нет, музыка не готова. Имя, скажи, Лала. Лала Касымова, та самая красавица, которая читала на азербайджанском, исполнит песню про любовь. Как звучит женское сердце? Добрый всем вечер еще раз. Сейчас буду исполнять свою музыку. Я не знала, что так бывает, что один лишь взгляд может все изменить. Между нами теперь запятая, и от сердца к сердцу есть красная нить. А меня к тебе сильно тянет, нарушая все законы ума. Чувствую огонь между нами, но почему-то боюсь подойти сама. Влюбленные, судьбой самой сведенные, остался лишь шаг, не бойся, решай, просто подойди, не переживай. Влюбленные, судьбой самой сведенные, остался лишь шаг, не бойся, решай, просто подойди, не переживай. Вижу, как ты ищешь глазами того, кто тоже долго искал тебя. Наблюдать друг за другом часами — это больше для нас, чем просто игра. Знаю, что ты хочешь проснуться, ощутив теплоту от счастливых фраз. Хочется к тебе прикоснуться, я ведь тоже сейчас думаю о нас. Влюбленные, судьбой самой сведенные, остался лишь шаг, не бойся, решай, просто подойди, не переживай. Влюбленные, судьбой самой сведенные, остался лишь шаг, не бойся, решай, просто подойди, не переживай. Спасибо.
А сейчас я должна, друзья, вам кое-что показать. Прежде чем на нашу сцену выйдет еще одна следующая певица. Наталья. Так. Друзья, у нас все жарче и жарче становится атмосфера. Совсем скоро на эту сцену выйдут сначала рифма-хулиганы, потом диджей, который устроит музыкально-поэтический баттл. А прямо сейчас я вам хочу кое-что показать. Внимание, те, кто находится перед сценой. Внимание, те, кто ест за сценой. Смотрите, что у меня в руках. Вот это было оставлено каким-то волшебником в лесу. Волшебник, все твои сбережения, накопленные годами, находятся сейчас у меня в руках. Смотрите, чье это. Так, а сейчас Наталья. Мы ждем на сцене прекрасную певицу. Еще одна секунда. Друзья, поаплодируйте. Потому что, ура, мы нашли хозяина. И я напоминаю, что колесницы по-прежнему блокируют выезд. Поэтому владелец Exit, BMW и Мерседесов, будьте любезны, направляйтесь в сторону своих колесниц. И у нас, как я вам обещала, будет рифма баттл. Гриша Мовшец должен скоро подойти к нам со своими поэтами, которые устроят невероятную битву рифмы и стихов. Ну, а пока мы ждем на сцене и певцов, и рифма-хулиганов, друзья, я должна вам рассказать еще про кое-какие проекты литературного клуба, о которых вы еще не слышали. Совсем скоро намечаются поездки. И те, кто уже принимал участие в путешествиях, и те, кто еще не был, должны знать, что это невероятно веселое совместное творческое событие, когда члены литературного клуба вместе отправляются в поездки и открывают для себя новые горизонты, новые географические точки, наполненные огромным количеством впечатлений. Гости едут в разные места, и там экскурсии, встречи, гастрономические ужины, события, которые остаются навсегда в памяти. Совсем скоро ближайшие поездки вы можете уже бронировать у себя в ежедневнике. Это Самара, Перу, Шри-Ланка, Мальдивы. И еще один проект литературного клуба «Книга для тебя». Это международный проект, призванный поддержать имидж культурной России за рубежом. Акции проходят в виде литературных вечеров, связанных с творчеством отечественных писателей и поэтов на территории зарубежного государства. Все это проходит при поддержке МИД Российской Федерации, Торгово-промышленной палаты. Происходит распространение книг отечественных писателей и популяризация русского языка за рубежом. Поэзия, друзья, объединяет. И вы сегодня слышали, как звучит красиво стих Бальмонта на разных языках. Ну что ж, можешь меня представить уже. Смотрю на сцене прекрасный человек, который выглядит действительно как лесной эльф. Ни много, ни мало, да, такой вот интересный, который принес в изумрудном мешочке золотые кроны, наверняка, кроны золотых слов. Рифма, хулиган, Гриша Мовшец. Спасибо большое. Который Спасибо, на эту сцену выведет целую череду не менее интересных волшебников. Да, спасибо. Я сейчас так и сделаю, как сказала наша замечательная ведущая Анастасия. Ну, мне хотелось бы для начала поблагодарить Фонд поддержки общественной литературы, то, что здесь находимся мы, творческие люди. И давайте не будем долго тянуть время. Я прямо сразу сейчас на эту сцену позову первого участника из нашей небольшой поэтической группы. Это отец-основатель литературных понедельников, сокращенно Литпоны, столичный поэт Арс Пегас.
Я видел в метро картину дурацкую. Собаки наступили на лапу в толпе. Переходил с Боровицкой я на Арбатскую, думал, конечно же, о тебе. Собака села, на платформу уныла, но, увидев поезд, завиляла хвостом и резвой трусцой в вагон заходила. Я пошел к переходу и думал потом, собаки и люди похожи как будто бы. И даже не знаю я почему. Верю, что едет собака в Бутово к псу любимому своему. Спасибо. Если хочется много болтать, то склей ротик. Поцелуем бокалом вина на крайняк немотой. И я почти что забыл, как тебя целовать. И я склеротик. Ты излечишь меня, как я вынырну вновь из метро. Этот город едва ли изменит своей суматохи. А понять его можно, наверное, только любя. И я поэт, мальчик с пальчик, бросаю свои стихокрохи. Ну а ты ни за что их склевать не дашь голубям. Москва! 2017! Капель снимает с крыши лак. Стоишь в тоске, ни блок, ни нацин, а русский парень и простак. Шумит усталая столица до самой мрачной темноты. И пусть тебе уже за 30 и с сединою ты на ты. Иди пешком до стадиона, целуй подошвами бетон и знай, что звание чемпиона отнимет новый чемпион. Арс Пегас это был, спасибо большое. Следующий участник, член Совета Союза молодых литераторов Сергей Ведурк. Идет сюда, на эту сцену. Добрый вечер, здравствуйте. Давайте немного пофантазируем. А представь, твоя жизнь – постановка. Антураж и актерская труппа. Ты на шоу с большим заголовком, что читают за завтраком утром. Наблюдатели требуют нечто и таращат глаза в мониторы. Из-за этого в жизни, конечно, авантюры, проблемы, раздоры. Каждый день твой сюжет, и не больше. Каждый друг и коллеги по цеху лицедеи в одежде святоши. Телезрителю лишь на потеху. И вахтер постоянно поддатый. И кассирша в пятерочке стерва. Все работают ради зарплаты, ради ролей и съемок на первом. И нехватка бюджета на доджи, да какой там, на новую сумку. Даже фраза соседки, мол, дожил. Режиссера больная задумка. Ты живешь как в огромной пробирке, как питон в городском зоопарке. В однокомнатной старой квартирке с шумом улиц и кофеварки. А представь это так. И не страшно. Твой мирок — это просто текстура. И какой-то известный продакшн продвигает тебя как фигуру. Может быть, мироздание тайна, что тебе никогда не изведать. Даже эти стихи не случайно. Ты сегодня прочтешь за обедом. Все обман, только ты настоящий. Кто-то любит твою нарочитость. Не сдавайся, живи и почаще улыбайся, ведь ты знаменитость. Спасибо. Спасибо большое. У нас очень короткая программа, буквально. Мы прямо на бегу, практически по одному стихотворению. Итак, член профессионального союза писателей России АК «Лирика».
Всем добрый вечер. Рада быть здесь и видеть всех вас. Общество красивых людей в красивом месте. Итак, хочется писать хлестко и по существу, а выходит тошнотный штамп, да и только. Муза где-то шатается, растранжирив мечту. В подворотне с бомжами хлещет подлая горькую. Хочется стать немедленно тоньше, четче, перестать суетиться, как голубь глупый, чтоб складывалось путно, а не черти чё, чтоб повертел Всевышний пристально под лупой, потыкал Букашенцию на предмет, имеющий ли право или тварь дрожащая, и светит ли прожектором душевный свет на дороге к тебе истинному, настоящему. Хочется какой-то кристальной ясности, какого-то одного берега, шамбалы, хоть кусочек. Вынырнуть бы из рутинной напрасности, набившей оскомину до печенок и почек, и умотать куда подальше Валаам, Карелия, хребтовые позвонки испытать на прочность. Так мало отмерено, но в бесконечность верю я, и жизнь прожить отчаянно живо хочется. Как говорится, не стал ты моей судьбой, почему ж невозможно тогда отпустить? Зачем упорствую и протестую, стой? Ведь здесь, в этом мае, вместе быть не получается, не притирается. По периметру комнаты тоска гоняет, внутри механизм со звоном ломается, что-то там смещается, лопается, тает. Аварийные системы сигналят СОС, а время смеется и корчит рожи. Ты в меня просто намертво своей сутью врос, и теперь отдираю тебя вместе с кожей. От весны остается всего лишь треть. Продержаться бы и пережить мне это не расставание, маленькую смерть на переправе в солнечное лето. Спасибо большое. Ака лирика была. И член профессионального союза писателей Самсон Куролесов. Добрый вечер. У меня такие хулиганские двустишие и четверостишья. Мы похудеть решили с Фросею, не есть ни тортов, ни бекона. Прожили месяц так и сбросили весы с балкона. Мне не надо много денег, хватит мне и пенсии. Мне бы лучше 40 девок, как у шаха Персии. Друг познается в беде, а любовник, сами знаете, где. Я старалась, я худела, не садилась я за стол, а пред миленьким разделась, он заплакал и ушел. Я тут мазохистку Нюру 5 часов пытал в ночи. Нет, сказала, ты, придурок, не годишься в палачи. Все у меня могло бы получиться, но надо вам, прелестное дитя, учиться, блин, учиться и учиться, сказал путанке Ленин, уходя. Хоть вы и далеки от идеала, но я бы вас пустил под одеяло. Спасибо. Спасибо большое. Самсон Куролесов это был. И член Союза литераторов России Игорь Грай. Пьяницы русские, с лицами калмыцкими, широко раскрытыми, как колодцы, пустые лицами, лицами, как корыто для кормления тысяч заблудших и тысяч блудниц. Вы, родные недоразумения, под солнцем проспектов стройных столиц, вы, паломники тайных, извилистых и листых улиц, ни условности нет, ни границ, ни указа для вас, ни с утра, аллилуйя, челядью презираемые волхвы, все вас боятся, как собственной совести. Может, пьяные судьбы, судьи и грехи, и нету печальной повести. Люди, видите, пьяницы падают вниз, дайте им чистой водицы. Пеплом станут в расцвет
как водится, пропалив себя, протоптав, не имея ни сил, ни родины, вещий пьян, вечно пьяный прав, отлюбя все запреты и правила, даже водку и ту отлюбя, проплутав между Каином с Савелем, на заклание несут себя. Не надеясь на небо, уснут они, и приснятся им небеса. В ямах заснувшие пьющие снятся на небесах. Спасибо. Спасибо большое. Это был Игорь Грай и наше короткое, небольшое, поэтическое, к сожалению, короткое, да, выступление. Спасибо. Настя, объяви, пожалуйста. Спасибо огромное. Прямо сейчас на нашу сцену выходит Наталья Лукша. Лукша. Ничего страшного, да. Здравствуйте еще раз. Я хочу вам сегодня исполнить две композиции. А первая из них будет «Гордая прелесть осанки». И первый куплет с припевом я постаралась выучить на испанском. Надеюсь, все получится замечательно. Dispone sono da bella, regina son l'amor. Tutti mi dicono stella, stella da vivo splendor. Dispone solo la pena, regina son l'amor. Tutti mi dicono stella, regina son l'amor. Oh, stracci, stracci, nell'estasi d'amor, la spagnola s'amor così, bocca a bocca la notte ulti. Stracci, stracci, nell'estasi d'amor, la spagnola s'amor così, bocca a bocca la notte ulti. Петь начнется где-лью, песни жжет томит, молвит ей небо севели, жгучие ласки сулит. Если начнет тяготелью, песни жжет и томит, молвит ей небо севели, жгучие ласки сулит. О, страти, страти, nell'estasi d'amor, la spagnola s'amor così, bocca a bocca dello sputi. Strezzi, strezzi, nell'estasi d'amor, la spagnola s'amor così, bocca a bocca la notte ultima. В пляске фанданго едва ли равная сыщется ей. Нет, вы такой не видали, честью клянусь я своей. В пляске фанданго едва ли равная сыщется ей. Нет, вы такой не видали, честью клянусь я своей. О, страти, страти, nell'estasi d'amor, la spagnola s'amor così, bocca a bocca la notte ulti. Strezzi, strezzi, nell'estasi d'amor, la spagnola s'amor così, bocca a bocca la notte ulti. Это была первая песня. Немножко голос сейчас посажен, поэтому сразу прошу прощения. Надеюсь, сейчас я немножко распелась. И вторая песня будет более энергичная. Песенка «Пепиты» из оперетты «Вольный ветер». И, да, если можно, чуть-чуть музыку погромче, а то вообще здесь ничего не слышно. Можно включать.
слышала с пеленок, говорила вся моя родня. Это не чертенок, это дьяволенок, про чертенка, то есть про меня. Помню, я слышала с пеленок. Можно, пожалуйста, заново? Вообще себя не слышу на сцене. Извиняюсь, прошу приношения. Извините, можно заново? Вообще не слышно себя. Ну, в принципе, так и бывает. Чёртова дюжина детишек растила дома матушка моя. Ровно 6 девчонок, ровно 6 мальчишек, и один чертенок — это я. Помню, я слышала с пеленок, говорила вся моя родня. Это не ребенок, это дьяволенок, про чертенка, то есть про меня. Да, я всегда была пипита дьявола, а дьяволы не любят унывать. Пляши, пипита, но не смеешь, а стыдно звать. Да, я всегда была пипита дьявола, я дьяволом всегда была, а дьяволом во всем виноват. С холоду бывало, все голосят по 12 голосов. Я-то наплясала, песни напевала, потянув под рыжий поясок. Знаю, бывает тяжело мне, не тоскую я и слез не лью. Ножку я притопну, и в ладоши хлопну, и опять на зло судьбе пою. Да, я всегда была пипита дьявола, а дьяволы не любят унывать. Пиши, пипита, но не спишь, и стыдно спать. Да, я всегда была пипита дьявола, я дьяволом всегда была, а дьяволом во всем виноват. Я дьяволом всегда была, а дьяволом во всем виноват. Огромная благодарность, Наталья. Спасибо большое. На второй Вам? песне я уже почувствовала больше вашу энергию. Да, К у нас сожалению, еще фонограммы будут. нету. У нас еще будут хорошие песни. У нас Следующий Марина выходит на сцену. Спасибо вам огромное! Спасибо, друзья, ваши аплодисменты. И следующая песня не менее яркая и зажигательная. Comme d'habitude, j'aime. Oui. Comme d'habitude, пожалуйста. Он должен вернуться. Et je te bouscule, ne te réveille pas. Comme d'habitude, sur toi, je remonte les draps, je perds et froid. Comme d'habitude, ma mère caresse tes cheveux presque malgré moi. Comme d'habitude, mais toi, tu me tournes les dos. Comme d'habitude. Oui, les jours se lèvent, moi je me réveille, comme d'habitude. Toute seule, je bois mon café, je suis sans retard, comme d'habitude. Je quitte la maison, tout écrit dehors. Comme d'habitude, j'ai froid. Je relève mon col, comme d'habitude. Comme d'habitude, toute la journée, je vais jouer avec semblant. Comme d'habitude, je vais sourire. Comme d'habitude,
Спасибо большое. Следующий артист идет сюда, на эту сцену. Лауреат международного конкурса «Золотой голос России» Ольга Пономарева. Добрый вечер всем. Итак, ария Сильвы из оперетты Имре Кальмана «Сильва». Взор. Там любовь для развлечений девушкам чужда, и если в сердце нет волнений, мы не скажем «да». Как простор безмерное море, наше чувство широко, счастьем днем, надежь или горе, мы верны ему, не спорь, только смело сердцу нам легко. Эй, голубчись во все края, эй, голубись моя, ты что мог, как всех вернее, кто смелый прямо сердце отдал. Эй, голубчись во все края, эй, голубись моя, ты что мог, как всех вернее, кто смелый прямо сердце отдал. Голубчись во все края, и голубись моя, тра-ля-ля-ля-ля, тра-ля-ля-ля-ля, и браво, Ольга Пономарева, спасибо большое. Спасибо, Оля. Аплодировать Так, ну и очень быстро на этой сцене появляется певчая птичка из самого сердца России Евгения Иволга. Раз. Прозвучит рекрутская песня «Павлин». Ох, и там ляти, голы павлины, там и ляти, голы павлин, ох, через улицу, ох, через улицу. Ой, забирают дрожка, ой, забирают, ох, вас солдатушки, ой, забирают дрожка, ой, забирают, ох, вас солдатушки. Солдатушки. Он сранела перо, да у нас ранела перо. О, среди улицы, о, среди улицы. Ох, мне не
Евгений Спасибо. Иволга, певчая птичка из самого сердца России. Брависсимо, спасибо большое. И еще один участник идет сюда, на эту сцену, Петр Демират. Добрый вечер всем. Вернемся в наше счастливое советское детство. Как молоды мы были. Оглянись, незнакомый прохожий. Мне твой взгляд неподкупный, знаком. Может, и я это только моложе. Не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренно любили, как верили в себя. Нас тогда без усмешек встречали все цветы на дорогах земли. Мы друзей за ошибки прощали, лишь измены простить не могли. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренно любили, как верили в себя. Первый тайм мы уже отыграли, и одно лишь сумели понять, чтоб тебя на земле не теряли. Постарайся себя не терять. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. В небесах отгорели зорницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам любимые лица, не
забыть нам родные глаза. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренно любили, как верили в себя. Спасибо. Браво! Браво! Ваши аплодисменты, ребята! Мы согреваемся аплодисментами в том числе. Я хочу еще раз поздравить всех с днем рождения литературного клуба, которому сегодня исполнилось 10 лет. И сейчас у нас наша программа продолжается очень динамичными треками, которые перейдут плавно и постепенно в огромный, классный, энергичный электронный джем. На нашу сцену выйдут диджеи, и мы разогреемся в танце, если у кого-то есть еще силы двигать ногами. А прямо сейчас, друзья, прежде чем я вызову наших следующих артистов, я хочу поблагодарить вас за внимание. Меня зовут Анастасия Дьякова, я с вами была сегодня весь вечер в этом волшебном лесу, и благодарю вас за внимание, и уступаю место на этой сцене скрипачке и балалайшнику, скрипка и балалайка Кристина Качмарик и Евгений Сапрунов, которые выступят с зажигательными композициями, и эти композиции плавно перейдут в нашу ночную, волшебную, электронную... Какое слово? Вечеринку? Пати? День рождения, праздник. Друзья, с днем рождения! Кристина Качмарик и Евгений Сапрунов, балалайка и скрипка.
сухой травинкой, запутавшейся в волосах ребенка, сосновой веткой. Европа. Скрипка Рем.
Ребята, Кристина Качмарик и Евгений Сапрунов были. Спасибо большое. Спасибо, ребята, за вашу замечательную музыку. Спасибо. Погнали. Сухой травинкой, запутавшейся в волосах ребенка, сосновой веткой, горечью полынной или печалью в сердце погребенной, овечьим сыром, кофе ароматом, разлитым звонко в тоненькие чашки, дах чаем, миндалем, душистой мятой, сегодняшнюю явью, снов вчерашним, или жгучим криком чайки одинокой, или четырдага высотою снежной, старинной песней, музыкой далекой. Нет, пахнет моя родина надеждой. Пахнет родина. Сухой травинкой, запутавшейся в волосах ребенка. Пахнет родина. Сосновой веткой, горечью полынной. Пахнет родина. Сухой травинкой, запутавшейся в волосах ребенка, сосновой веткой, горечью полынной или печалью в сердце погребенной, овечьим сыром, кофе ароматом, разлитым звонко в тоненькие чашки, дах чаем, миндалем, душистой мятой, сегодняшнюю явью, снов вчерашним, или жгучим криком чайки одинокой, или четырдага высотою снежной, старинной песней, музыкой далекой. Нет, пахнет моя родина надеждой. Пахнет родина. Сухой травинкой, запутавшейся в волосах ребенка. Пахнет родина. Сосновой веткой,
добрый. Добрый вечер. Добрый вечер. Вечер, вечер добрый. Вечер добрый. Добрый вечер. Добрый вечер. Вечер. Вечер добрый. Я не слышу. А слышно, да? Окей.